Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такое ленточное кружево крючком. Вот у меня здесь две полосы, вот одна и вторая. Вяжется оно легко, и применить его можно на блузку, допустим, или на палантин. Вязать мы будем с вами вот по этой схеме. А эта схема расположения кружева, то есть соединение полос, если вы будете вязать какую-то летнюю кофточку. Ну а если просто его вязать, допустим, в ширину и в длину, то можно использовать как палантин или как шарф. Только свяжите необходимой ширины, необходимой длины. И все, и вот так можно носить. Вязать я буду нитками ирис фирмы Гамма, 100% хлопок, в 10 граммах 87 метров. Крючок 1,5 миллиметра. Итак, вот перед вами эта схема. И мы начнем вот отсюда, с центра. Набираем 9 воздушных петель. Каждый набирает по-своему. Вот у меня 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Замыкаем в кольцо. И эту ниточку затягиваем в хвостик. Затем у нас на схеме 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли подъема. Значит, 1, 2, 3, 4, которые соответствуют столбику с 2 накидами. Значит, вывязываем 1, 2, 3, 4. И вот в это кольцо вывязываем столбики с 2 накидами. Получается 4 воздушные петли плюс 19 столбиков с 2 накидами, что в сумме составляет 20 столбиков с 2 накидами. Два накида. И вот в это кольцо нитку укладывайте по кольцу. 1, 2, 3,
4, 5. В общей сложности мы получаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков с двумя накидами. А нам нужно провязать в общей сложности их 20. Значит, вяжем самостоятельно, чтобы в сумме было 20 столбиков вместе с петлями подъема. Итак, провязала я в общей сложности 20 столбиков с двумя накидами. И обязательно проверьте. Считаем вот петли подъема и столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 столбиков. Затем смотрим. Вот здесь мы начинали, петли подъема у нас, провязали еще 19 и дошли вот до этого места. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. 4 воздушные петли равны столбику с двумя накидами. А вот эта 5-я воздушная, это будет арка. Значит, набираем 1, 2, 3, 4. Это мы набрали петли подъема и одну воздушку для арки. Теперь в каждый столбик предыдущего ряда вывязываем столбик с двумя накидами. Значит, мы вязание поворачиваем. 2 накида. И вот смотрите, куда здесь вводить крючок, чтобы столбик над столбиком был. Вот здесь петля, которая лежит поперек. Вот она. Вот нужно под нее вводить. И получится вот таким образом. Столбик с двумя накидами. И затем идет воздушная петля. Воздушная. Опять 2 накида. Вот под эту петельку вводим крючок. Вывязываем столбик с двумя накидами. Опять воздушная петля. 2 накида. Вот это поперечная петля тут есть. Вот под нее. Вывязываем столбик с двумя накидами. 1 воздушная. И опять под поперечную петлю. Столбик с двумя накидами. Воздушная. 2 накида. И вот она петелька. Вот под нее мы и вводим. И воздушная. И вот смотрите, у нас столбики четко над столбиками, не съезжают в сторону. Итак, мы должны провязать по всем столбикам, и в конце я вам покажу, как ввязать в петли подъема. Значит, дальше вяжем самостоятельно. Опять 2 накида. Вот сюда. Ввели и провязали. Значит, так вяжем по всем столбикам. Вот довязала я 19 столбик. Вывязываю одну воздушную петлю, 2 накида
И вот у нас петли подъема, вот эти. Вот сюда мы должны связать столбик с двумя накидами. Вот, закончили. Закончили мы этот ряд. Теперь смотрите, одна воздушная петля есть, и затем в эту арку вывязывается 2 столбика без накида, а между ними 2 воздушные петли. Значит, вывязываем одну воздушную, это петля подъема, поворачиваемся, и вот в эту арку вывязываем столбик без накида. Вот мы его один вывязали. Теперь вывязываем 2 воздушные петли. 1, 2. И сюда же второй столбик без накида. Вот сюда второй. И в следующую арку точно так же вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли и еще один столбик без накида. Следующую арку вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. И видите, получается типа пико. Вот они. Столбик без накида, 2 воздушные петли и еще раз сюда столбик без накида. Итак, обвязываем почти до конца. В конце я вам покажу. Вот я обвязала предпоследнюю арку. И вот здесь у нас еще была одна арочка. Вот это. Вот сюда мы вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли и сюда же в эту арку еще один столбик без накида. И вот такой элемент симпатичный у нас получился. Теперь мы вот здесь закончили. И здесь нарисована стрелка и соединительная петля. И пятерка стоит. Значит, мы набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и соединяем в то место, где у нас начался набор воздушных петель. Вот у нас воздушные петли, они видны. Значит, вот сюда соединительной петлей мы соединяем. Вот такое получается колечко. Будет кольцо. Затем мы набираем опять 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли, которые нам заменят столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. И смотрите, эти 4 воздушные петли соединяются с петлей подъема предыдущего ряда. Значит, мы должны, вот где у нас столбик с 2 накидами, вот сюда соединить. Соединили. И теперь
После того, как мы развернулись, вот 5 воздушных петель, вот они. Это петли подъема. Вот сюда в кольцо вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбиков с 2 накидами. Вот в это колечко. Один. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот, провязали мы эти 12 столбиков с 2 накидами. Затем смотрим. Далее у нас идут опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Вот они. Вывязываем 1, 2, 3, 4, 5. И над этими столбиками вывязываем столбики с 2 накидами, а между ними по одной воздушной петле. Значит, мы должны развернуться. Накид второй. И опять вот под горизонтальную петлю вводим крючок и вывязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, 2 накида, и вывязываем опять столбик с 2 накидами. 1 воздушная, 2 накида. Вот петля. Вот под нее мы и вводим крючок. И 1 воздушная. Итак, мы должны провязать над всеми столбиками и даже провязать над петлями подъема, потому что здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И здесь получается 12 и 1, 13. Вот, значит, мы вяжем столбики с 2 накидами и даже в петли подъема. Вяжем самостоятельно. Вот дошли мы до петель подъема. Вот они. Значит, мы должны связать еще 1 столбик с 2 накидами в петли подъема. Затем после столбика с 2 накидами идет воздушная петля. Мы ее провязываем. И далее, вот смотрите, стрелка во вторую арку направлена. И значок соединительной петли. Вот вторая арка, 1, 2, вторая арка. И мы сюда вывязываем соединение.
И дальше, вот тут не ошибитесь. Вот тут получается арка. Но мы над ней не вяжем, вот здесь. Вот здесь мы не вяжем. Поворачиваемся. Вот у нас первый столбик. И между вторым вот сюда вяжем столбик без накида, 2 воздушные и столбик без накида. Давайте еще раз расскажу. Вот этот момент. Вот, значит, мы довязали с вами столбик с 2 накидами над петлями подъема. Вот здесь. Теперь мы провязали 1 воздушную петлю. Затем у нас во вторую арку идет соединение. 1, 2. Вот во вторую арку. Соединили. Вот у нас последний был столбик, а это предпоследний. И вот здесь между ними мы вывязываем столбики без накида. Поворачиваемся не сюда, а вот сюда, в эту арку. Вывязываем 1, 2 воздушные и второй столбик без накида. Опять столбик без накида, 2 воздушные и столбик без накида. Вот, значит, вы поняли, что не в эту арку, здесь у нас пустота, а вот в следующую между вот этим столбиком и этим. И опять столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Ну, давайте обвяжите самостоятельно. И в конце я вам опять покажу. Вот дошли мы вот здесь петли подъема. Вот в этом месте мы находимся. Сюда вывязываем вот последние 2 столбика без накида, между которыми 2 воздушные петли. 1, 2 воздушные и второй столбик без накида. Теперь отсюда же опять вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем вершину. Вот они соединены здесь. Вот сюда, в последнюю петлю. Соединительной петлей. Теперь мы вывязываем опять 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Вот связали мы 4 воздушные петли подъема. Вот они. Теперь вот в это кольцо, вот где 5 воздушных петель, вот они. Поворачиваемся. И вот сюда вяжем 12 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Один. Два. 3. 4.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значит, отсюда мы пошли сюда. И вот здесь над этим столбиком 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель, то есть 4 воздушные петли. Это столбик с двумя накидами. И между ними по одной арке. Значит, вывязываем 1, 2, 3, 4. Вот эти петли. Одну воздушную вывязываем, поворачиваемся и опять вяжем столбики с двумя накидами. Одна воздушная, и столбик с двумя накидами. Воздушная и столбик с двумя накидами. Теперь вывязываем над этими столбиками вот эти столбики с двумя накидами и между ними по одной воздушной петле. Вяжем самостоятельно. Вот связала я предпоследний столбик, одна воздушная петля. Вот у нас петли подъема. Вот здесь мы находимся. Вяжем последний столбик. Вот, связали. И арка у нас тут из одной воздушной петли. Теперь мы должны этот столбик соединительной петлей прикрепить 1, 2 к третьей арке. Смотрим. 1, 2, 3. Вот третья арка. Соединяем. Одна воздушная петля. Поворачиваемся. И вот у нас столбики, между ними будем опять вязать столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. В следующую арку столбик без накида, 2 воздушные и столбик без накида. И вот у нас получается, вот так он раскладывается, узор этот, лента. Вот этот первый элемент, затем у нас идет второй, и вот сейчас мы вывязываем третий, вот этот. Вот, давайте обвяжем и еще один элемент мы с вами свяжем вместе. Вот дошли мы до этого места. Вот петли подъема. Вот они у нас. И одна петля вместо арки. Вот здесь. Значит, сюда провязываем столбик без накида. 2 воздушные. И опять столбик без накида. И опять у нас 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5.
которые соединяются в первую воздушную петлю. Вот сюда. Соединили и вывязываем 4 воздушные петли. Вот эти. 1, 2, 3, 4. Повернулись. И опять сюда вяжем 12 столбиков с 2 накидами. Вот, значит, и вот таким образом мы должны вязать эту ленту такого размера, который вам нужен. Значит, вы вяжите далее самостоятельно. И когда я буду вязать вторую ленту, я вам покажу, как ее соединять с первой лентой. Вот, связала я какое-то количество элементов. Вот они у меня. И, допустим, вам нужно уже закончить. Значит, вы обвязываете. Столбик без накида, 2 воздушные. Столбик без накида. В следующую арку столбик без накида, 2 воздушные. Столбик без накида. И в последнюю арку столбик без накида, 2 воздушные и столбик без накида. Вот и все. Вот так вы заканчиваете. Вот, теперь эту нитку обрезаем. И завершаем. Вот таким образом у нас получилось. Вот первый элемент, самый начальный. И дальше пошли повторы. Вот эти. Теперь вы самостоятельно свяжите вот этот первый элемент полностью. И далее я вам покажу в следующем элементе, как соединять. Вот довязала я первый элемент второй полоски кружева. И довязываю второй элемент. Вот. Значит, здесь мы должны последний столбик с 2 накидами соединить со второй аркой. 1, 2. Вот сюда соединяем. Соединительной петлей. Вот она нарисована, соединительная петля. Затем вывязываем воздушную петлю. Вот она. Поворачиваемся. И в первую арку, не сюда, а вот в эту арку, вывязываем столбик без накида. И мы должны соединиться с первой полосой нашего кружева. Значит, расположите его так, как вы вязали. Значит, первый элемент, второй элемент. Теперь смотрим. 1, 2, 3. В третью арку соединения. 1, 2, 3. Вот, в третью. Соединяем. Затем провязываем одну воздушную. У нас же здесь по 2 воздушных мы вязали. Поворачиваемся. И заканчиваем эту арку столбиком без накида.
В следующую арку вяжем столбик без накида. И эту арку прикрепляем к противоположной. Вот сюда. Еще вывязываем одну воздушную петлю. И в эту арку довязываем столбик без накида. В следующую арку, вот у нас еще одна арка, вывязываем столбик без накида. Прикрепляемся вот к этой арке. Вот она у нас последняя. Вывязываем одну воздушную петлю. И довязываем в эту арку столбик без накида. Все, эти прикрепы мы сделали. Затем у нас одна арка свободная, полная. Значит, мы ее должны закончить. Столбик без накида, 2 воздушные и столбик без накида. Переходим к следующей арке. Здесь она соединяется со следующим элементом. Вот, смотрим. Значит, одна арка пропущена, вот это, а соединение идет вот сюда. Значит, следующую арку мы должны связать столбик без накида. Одну арку пропустить, а в следующую связать соединительную петлю. Одна воздушная. И эту арку мы должны закончить. Свяжем столбик без накида. Переходим к следующей арке. Столбик без накида. И в следующую арку делаем соединение. Одна воздушная петля. И эту арку заканчиваем столбиком без накида. Переходим в следующую арку. И вот в третью соединяем. Одна воздушная. И эту арку заканчиваем. И остается у нас для проверки 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы их и довязываем, как обычно. Столбик без накида. 2 воздушные петли. Столбик без накида. Опять столбик без накида. 2 воздушные петли. Столбик без накида. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Следующую арку столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Следующую арку тоже довязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Вот мы соединили с вами 2 полосы ленточного кружева. Ну и дальше опять также вяжем пять воздушных петель, как здесь. 1, 2, 3,
4, 5. Соединяем. Вывязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, которые нам заменят столбик с 2 накидами. И провязываем еще 12 столбиков с 2 накидами вот под эти петли. Вот сюда. Ну и так далее. В принципе, ничего сложного нет. Ну и вот такое кружево у нас с вами получается. Где можно использовать это кружево? Вот связать, допустим, палантин необходимой ширины и необходимой длины и носить вот так. А можно связать кофточку вот по этой схеме, расположить ленты. Значит, на эти 2 схемы, вот на эту и на эту, под видеороликом на своем канале я дам ссылки, где вы их можете найти. Ну вот вроде бы и все. Как вы заметили, ленточное кружево вяжется легко и смотрится очень даже интересно. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.